Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю очень красивый и вкусный пирог на песочном тесте. А начинка здесь состоит из двух видов крема – молочного, ванильного и апельсинового. Рекомендую подавать десерт холодным. Он чем-то напоминает итальянскую панакотту. Это поистине настоящее наслаждение. Сам пирог выглядит в разрезе как мраморный. Очень красиво. Обязательно его приготовьте и попробуйте. Я уверена, он всем понравится. Для приготовления теста мне понадобится в миску выкладываю мягкое сливочное масло. Я его слегка подтопила в микроволновке. Можно просто его заранее достать из холодильника. Вливаю растительное масло без запаха. Добавляю соль, всыпаю сахар. Хорошо перемешиваю венчиком. По одному добавляю яйца среднего размера. Перемешиваю. Добавляю экстракт ванили. Можно использовать и ванильный сахар. Просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Перемешиваю сначала лопаткой. И теперь домешу тесто руками. Получается вот такое очень нежное и мягкое тесто. Долго его месить не надо. Отщипываю небольшой кусок теста, перекладываю его в пакет и отправлю в морозилку. Оставшееся тесто я распределю по форме. Она у меня диаметром 22 сантиметра. Дно я выстелила пергаментной бумагой. Распределяю равномерно по дну и делаю бортики. И теперь форму с тестом отправляю в холодильник. Для приготовления молочного крема мне понадобится в крахмал всыпаю сахар, перемешиваю. Если предварительно смешать крахмал с сахаром, потом не образуются комочки. В молоко добавляю щепотку соли. Также сразу добавляю экстракт ванили. Можно использовать и ванильный сахар. И всыпаю крахмал с сахаром. Перемешиваю. Сотейник ставлю на плиту. И при постоянном помешивании варю заварной крем, пока он загустеет и закипит. Обязательно хорошо все перемешиваем, чтобы крем не подгорел. Вообще можно сказать, что варим даже не заварной крем, а пудинг, так как здесь нет яиц. Обязательно массу активно перемешивайте, иначе крем пригорит. Крем начинает густеть, активно перемешиваю. Я даже сотейник сейчас приподняла от плиты. Пошли пузыри. Снимаю сотейник с плиты. Еще немного перемешиваю, так как кастрюля горячая, чтобы крем не подгорел. Вот такой густой должен получиться. Накрываю крем пленкой и пока отставляю в сторону. И сейчас быстро готовлю апельсиновый крем. Для приготовления апельсинового крема мне понадобится сахар, всыпаю в крахмал, перемешиваю. В сотейник вливаю свежевыжатый апельсиновый сок, добавляю воду, всыпаю крахмал с сахаром и хорошо перемешиваю. Ставлю сотейник на плиту и при постоянном помешивании варю крем. Он должен загустеть и закипеть. Масса закипела, снимаю ее с плиты. Получился вот такой красивый апельсиновый крем. И теперь надо действовать довольно быстро, пока не загустели оба крема. Я достала форму с тестом из холодильника. И теперь поочередно прямо в центр выкладываю крем. Сначала молочный. Как видите, он еще горячий. Теперь апельсиновый. Слегка вот таким образом разравниваю. Теперь снова молочный. Выкладываем все время в центр. По принципу приготовления пирога зебра. Все очень похоже. И так до конца. Крем получается достаточно плотный, поэтому действуем быстро, чтобы ничего не застыло. Выкладываю весь оставшийся молочный крем. Немного потрясу форму, чтобы все более равномерно распределилось. И выкладываю весь оставшийся апельсиновый крем. И теперь немного вот таким образом прижимаю, чтобы все равномерно распределилось. Аромат просто потрясающий. Из морозилки я достала
кусочек теста, который откладывала. Оно слегка подмерзло. И теперь я натираю его сверху на пирог на крупной терке. Равномерно распределяю крошку. Пирог как будто живой. И отправляю все выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25-30 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Пирог испекся, вот такой красавец получился. Проверять его готовность в принципе не надо, потому что здесь фактически нам надо было, чтобы по краям запеклось песочное тесто. Внутри начинка полностью готова. Сейчас пирог оставляем остывать прямо в форме. Посмотрите, выглядит он просто потрясающе. После того, как пирог остыл до комнатной температуры, я его еще поставила в холодильник, потому что он более вкусный, когда холодный. Рассыпчатое песочное тесто и великолепная начинка из молочного и апельсинового крема. Рекомендую подавать десерт холодным. Он чем-то напоминает итальянскую панакотту. Это поистине настоящее наслаждение. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!